Всем здравствуйте, всем добрый вечер. Меня, как обычно, зовут Юрий. Сегодняшняя тема наша будет это PCI DSS для архитектора и разработчика. Собственно, сегодня я как раз расскажу, что это такое за зверь, про который я там неоднократно уже рассказывал, там, писал в чате и так далее. Типа, как классная штука. Вот, как его можно применить в своей работе. В принципе, даже если вы не обрабатываете данные платежных карт. А, вот. Ну, тогда поехали. Значит, первое. Значит, PCI DSS — это Да. фреймворк. Что там такое было? Я не слышу. Даш, ты что то говорила? Ясно. Меня слышно? Что-нибудь скажите. Да, все прекрасно. Вас слышно, Саш, а девушку она как-то вот икает периодически. Что, девушка? Икает периодически. Ика. Она тут появляется. То есть те обрывки, которые слышите вы, те обрывки слышим и мы. Окей. Вот, так, тогда давайте дальше. Значит, PCI-DSS что такое, да? Это, во-первых, это фреймворк, да, это фреймворк информационной безопасности. В принципе, создан только для индустрии платежных карт, да, для платежей карточных. Вот, то есть если вы на своем где-то на своем сайте, там, на своем ресурсе принимаете, храните или обрабатываете, карточные данные, то вы эти требования обязаны исполнять. Прям вот обязаны. Вот, и под термином фреймворк, вообще сам термин фреймворк, который я тут использовал, он означает, что сам, стандарт содержит в себе не только требования: сделать это, сделать это, сделать это, но и набор, в принципе, методик, рекомендаций, способов тестирования. Вот. То есть, что требуется от вас в данном пункте, зачем это требуется, как сделать правильно, ну, скажем так, такой, конвенциальный подход, да, как проверить. И, в принципе, если вы делаете неконвенциальным способом, у вас есть всегда возможность нарисовать так корректирующие меры, ну, и так далее, и тому подобное. Вот, ссылку на все требования на русском языке, у меня есть один классный, сайт, вот, где я сам это изучал, оно там на русском языке, и такой лонгрид. Вот я его скину в чат, чуть попозже, ну, собственно, в конце, наверное, просто напомните мне. Вот, там все будет подробно написано. Вот, при этом, сам фреймворк, он достаточно гибкий. Ну, вот где-то начиная, по-моему, с 4 версии, кажется, он стал очень гибким. Он конкретные технические решения не навязывает, он вообще ничего не навязывает. Он фокусируется в первую очередь на закрытии, конкретных рисков. Как вы это будете делать — ваше право. Любым удобным для вас способом. Главное, чтобы тот или иной риск, в общем-то, был закрыт. Естественно, есть, а, привычное, скажем так, для аудиторов техническое решение. То есть, когда к вам придет аудитор и будет спрашивать, как вы делаете это, то, в принципе, вы можете, сказать, что там: "Мы делаем это с помощью такой системы". Они такие: они все уже знают". И такие: хорошо". Вот если вы это делаете с помощью там какого-то своего набора там программного обеспечения, то, конечно, к вам будет больше внимания, они будут внимательнее проверять все ваши требования. Но если у вас все закрыто, то в целом, если результат достигнут, имеете право абсолютно. Традиционный вопрос всегда: а что будет, если не соблюдать? Так вот, в большинстве случаев его не соблюдать не получится. Потому что есть, такая цепочка, скажем так, транзитивности. Ваши партнеры, с которыми вы работаете, у вас будут всегда сертификат требовать. Например, если вы хотите получить платежный терминал у банка, банк первое, чё сделает, это спросит: "Дайте ваш сертификат посмотреть". Вот. И в свою очередь вы тоже обязаны требовать сертификат у своих партнеров. Если у вас есть какие-то клиенты, которые, допустим, ваше техническое решение хотят использовать, то вы обязаны потребовать их сертификат. За несоблюдение будут как бы, ну, санкции это принять. Вот. Поэтому это такая цепочка, ответственности, вот, где в целом, все участники цепочки, которые так или иначе обмениваются платежными данными, они все обязаны соблюдать, PCI-DSS сертификацию. И тут как бы есть один интересный нюанс. Здесь очень важно понимать, что, в принципе, PCI-DSS защищает вообще не вас, потому что в первую очередь он защищает ваших клиентов, он защищает их, данные, да, их карточные данные он защищает. А все остальное, как бы, вся ДСС закрывает на это глаза. Там горе оно огнем. То есть, имеется в виду, что там, допустим, если у вас есть, какой-нибудь там, сайт, где вы принимаете платежные данные, то есть карточные данные вашего клиента, и рядом есть какой-нибудь лендинг,
где просто какие-то рекламы ваших услуг, то там у вас лендинг взломали, чё угодно с ним сделали, это не является возмездной ответственностью PCI DSS. Ну, там сейчас чуть-чуть перейдем дальше к сегментированию, вот, но в норме, нет, действительно, это не является. Вот, то есть на это PCI DSS закрывает глаза. Задача PCI DSS не является защитой вашей компании, а задачей PCI DSS является защита данных ваших клиентов. Вот, естественно, если вы будете соблюдать, в принципе, все требования фреймворка, один раз вы все это пройдете, поймете, где вы там были до этого неправы, а, выстроите все процессы, то безопасность и вашей компании в целом значительно улучшится. Вот, но как бы это не самоцель, это просто такой полезный бонус. Вот, это важно понимать. Значит, что дальше? Дальше поговорим про область действия. Вот, собственно, сам PCI DSS, который он защищает только клиентские данные, его интересует 3 штуки по факту. Значит, первое — это среда данных держателей карт CDE, связанные с ней системы, то, что называется connected to, и, в общем-то, персональные процессы, которые имеют отношение к работе с вашими карточными данными. Вот, теперь, более подробно. Значит, CDE, или так называемый card holder data environment, то есть, среда данных держателя карты, да. Это все ваши, системы, подсистемы и так далее, которые или хранят, обрабатывают, передают данные держателя карты, или находятся в одном системном сегменте с этим компонентом. То есть понятно, да, если у вас приложение, принимает данные карты, потом запихивает в базу данных, то что приложение, что база данных, в общем-то, непосредственно CDE и является. Вот, и здесь тоже еще важно понять вот по поводу сегментации. Сегментацию нужно доказывать. На аудите сегментацию придется доказывать. То есть если вы говорите, что это у меня там вот это CDE, а вот это вообще не CDE, то, конечно, нужно будет доказать почему. Вот. А, CDE — это самая рисковая штука, да, то есть самая опасная вещь. Она имеет максимальное количество требований по безопасности, ну, потому что, естественно, она хранит, обрабатывает или передает данные для этой карты. Ам, Также есть, собственно, смежная система, да, Connected to. Это система, которая или подключаются к TDE, ну, какой-нибудь там, не знаю, firewall стоит у вас отдельно, или там API Gateway, что-нибудь такое, или влияет на безопасность и настройки. Это, соответственно, какой-нибудь там ваш, мониторинг, SIEM-система, что-то такое. Вот. Или, ну, собственно, да, вот, обеспечить услуги безопасности — это как раз всякие ваши SIEM-системы. Вот, настройки там какой-нибудь там, не знаю, Ansible, что-то такое. Вот. Или сегментирует CDE, от внешнего мира, или обеспечивает выполнение требований PCI-DSS. То есть дополнительные системы, которые вот, собственно, вам позволяют, требования PCI-DSS, э, выполнить. Здесь единственное, что какой важный момент у меня есть, что обратите внимание, что, Connected to — это когда система, а, сама система, да, вот эта вот, которую вы решили определить в Connected to, она подключается к CDE. То есть если CDE подключается к какому-то хосту, какому-то сегменту, то, в общем, сегмент можно легко вывести, в зеленую зону, в autoscope, и сказать, что ну вот такая вот штука. Вот. И, собственно, autoscope, это самый безопасный, в общем-то, ну, в смысле, самый такой сегмент с минимальными требованиями к безопасности, определяется он параметрами, что он не хранит, обрабатывает, не передает. Он находится в другой сети, ну, там, в другой сети, подсети, не имеет подключения к CDE и не подходит к критерию двух систем, ранее озвученных. Вот. Соответственно, в ваших интересах на момент прохождения именно аудита, по максимуму вывести сервисы, в нужные сегменты, там половину сказать, что это вообще не имеет отношения к CDE, часть архитектуру перестроить, сказать, что у меня карточные данные остались только здесь, 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 и, собственно, все. Вот. То есть, во-первых, это повысит вашу безопасность, клиентских данных. Во-вторых, сильно упростит аудит. И, в-третьих, сильно
э, развеселить все-таки, ну, сделать приятно вашим там пользователям, клиентам и так далее, потому что чуть попозже объясню, почему. Вот, ну, то есть системные CDE, они прям максимально защищены, и с ними максимально неприятно, неудобно работать. Вот. В целях безопасности вы, конечно, можете принять за TDE там все свои сегменты, вот, но, естественно, пользователям там от этого станет чуть сложнее работать, вот, ну, зато повысится безопасность. Но, как бы, здесь дело ваше, э, потому что есть ваша безопасность, и есть ну, как бы, и есть сертификация. Вот тут, я напомню, что PCI-DSS отвечает за безопасность данных клиента, не за вашу. Вот. Требований в PCI-DSS на самом деле всего 12. Звучит как будто бы очень много, но, к сожалению, каждое из этих требований раскрывается там еще в 10, 15, 20 там вложенных пунктов, подпунктов. Вот. При этом PCI-DSS покрывает вообще всю жизнь этой компании, ну, вообще всю жизнь компании, да. Там начинает прием и увольнение сотрудников, и это то, что называется онбординг, офбординг, до там физического размещения оборудования. То есть там даже про софт, ну, там про софт будет где-то в центре, вот, а именно что э, там есть требования к безопасности помещений, есть требования к безопасности найма, увольнения и так далее и тому подобное. То есть прям реально он покрывает всю жизнь самой компании. Вот. Он, собственно, 12 требований, которые сейчас на экране, как видите, это про сети, про хранение данных, про передачу данных, про антивирусы, отдельный пункт разработка и поддержка, да, то есть software development lifecycle. Доступы, физическая защита инфраструктуры — это как раз про то, где вы находитесь. А, Про мониторинг много есть, про там, безопасность при работе следственной системы, уязвимости, обнаружение и реагирование на инциденты и документирование и поддержку программ. То есть там еще и документооборот есть, вот, и программа обучения сотрудников там есть, да, то есть внутреннее обучение сотрудников, и много-много-много чего. Вот, и по каждому из этих документов, ну, по каждому из этих требований там есть отдельные свои практики. Вот, и я, опять же, ссылку скину, вы ну, так прокрутите ее, она там одним листом сделана гридом, и вы так чуть-чуть расстроитесь, вот там, то есть там реально очень много всего. Поэтому сегодня, естественно, мы просто поговорим про очень маленькую часть этих требований. Мы говорим очень упрощенно, вот, иначе вы там все скучаете, заснете, разбежитесь. Вот, это займет очень много времени, вот поэтому сегодня прям вот чуть-чуть, да, чуть-чуть сегодня говорим. Вот, и сразу скажу, что требования там местами капец какие неприятные будут. Внедрять их в компании, если вы примете такое решение, придется прям через тон скрежет зубов. Приведение всех, ваших там систем, подсистем к целевой архитектуры, если у вас до этого ничего не было, да, то есть если у вас никакой там фреймворк безопасности не был внедрен, может занять там от 1 до нескольких месяцев. В общем, это прям такая суровая штука. Девопсы будут рыдать, имейте в виду, но хотя бы знать, как бы это надо. А, и, собственно, все требования сегодня, как я говорил, рассматривать не будем. Начнем с каких-то общих моментов. А, Сегодня мы будем общаться только про вещи, которые имеют отношение к архитектуре кода процесса. Начнем с максимально общих вещей. И одна из максимально общих вещей, которая мне очень нравится, это то, что каждый из 12 пунктов требований всегда начинается с одних и тех же слов. Все политики безопасности, процедуры указанных требований задокументированы, обновлены, используются и известны всем затронутым сторонам. Из этого, собственно, я считаю, что самые важные пункты здесь обновлены и используются, потому что PCI-DSS не про формальное соблюдение, там, составления должностных инструкций, там, внутренней нормативки, он про реальные процессы. Опять же, нет каких-то требований по конкретным процессам, как вы будете делать у себя внутри, как вы будете поддерживать свои политики, как вы будете их обновлять, как вы будете их использовать, как вы будете доносить до своих коллег. Никаких требований здесь нету. Поэтому можете делать, что хотите вообще. Можете там использовать Jira, GitLab, там Confluence, в общем, что вам удобно, да. Здесь в ваших интересах, здесь сразу скажу, в ваших интересах с самого начала максимально автоматизировать соблюдение и выполнение этих требований, да.
То есть, там будут требования, допустим, по сканированию безопасности, там со дасты. Вот, то есть сразу у вас должны быть они уже сразу с пайплайном. Если у вас там есть требования по доступам, а по доступам там требования довольно жесткие, то сделайте какую-то автоматизацию управления доступом. Там любой, там, не знаю, Active Directory, чё хотите, вставьте, с самого начала загоняйте. Вот, потому что вручную это делать, естественно, всегда будет очень тяжело. Вот. И еще раз напомню, что PCI-DSS, он не про, знаете, один раз написал пачку бумаги, да, отправил директору на подпись, директор подписал, все сидят счастливые. Вот. PCI-DSS не про это. А, PCI-DSS больше про реальную жизнь. А, это первое. Второе. При повторном перепрохождении сертификации с вас спросят за то, что вы написали. То есть если у вас есть где-то там на полке пылится бумажка, где написано, что, допустим, доступы пересматривают раз в полгода или там раз в месяц, вот, то на следующем аудите аудитор может попросить показать, как вы пересматривали доступы. Или если вы говорите, что вы фиксируете инциденты там, ну, допустим, в Jira, то покажите, где вы их тут фиксируете. Вот. С вас это обязательно спросят. Поэтому надо делать все честно, все правильно делать. Вот. И желательно, конечно, максимальную автоматизацию, потому что жизнь — боль. Да, давайте так скажем. Вот. Вот эта история, что, э, знаете, как, типа, я вот сейчас так быстро сейчас отправлю, а все бумажки потом заполню, особенно если там у вас формы там со 100 000 полей. Вот это так не будет работать, это сразу скажу, развалится. Заранее вот этот момент продумайте. Вот, так что, в общем-то, в ваших интересах выстроить, какое-то подобие. Ну, знаете, как есть quality gate, да, для качества кода. Здесь должны быть какие-то quality gate для соблюдения, стандартов. Вот. Опять же, у каждого свои, как хотите, так делайте. Все DSS на это никаких требований не накладывают. Второе, значит, важное общее требование, что каждое требование, по которому вы пишете регламент, ну, например, там регламент обучения там сотрудников, что-то такое, регламент соблюдения информационной безопасности. По каждому вашему регламенту, должна быть, во-первых, актуализация всегда. То есть при каких условиях, этот документ или это требование будет пересмотрено, обновлено. Например, раз в полгода или при любом изменении архитектуры. Ну, такой пример. Вот. И, соответственно, должна быть обязательно прописана матрица ответственности. Потому что, как вы понимаете, без назначения конкретных ответственных персонажей, ну, все мы знаем, что будет, да, э, инициатива того, что любит инициаторов, поэтому если кого-то конкретно назначить, то, в общем-то, ничего не будет делаться. Такая штука тоже должна быть. Там, в принципе, в матрице ответственности просто в формате обычного раси там рисуется, и все счастливы. И, собственно, ну, это пока были просто два общих таких требования философских. Вот. В качестве примера там уже других более интересных требований я сейчас придумал такой пример. Это очень странный интернет-магазин будет. Значит, представьте, что какой-то стартапер решили принимать карточные платежи у себя прямо на сайте. То есть на вашем сайте, на вашей инфраструктуре рисуется какая-то HTML, и там поля для ввода карточных данных. То есть номер карты PAN, дата expiration, владелец и код безопасности. Вот. Сразу скажу, в норме, да. Ну, про платежные системы, именно про платежные системы, как работает платежная система, у нас будет следующий, по-моему, конклейс, где Павел будет рассказывать про, то, как вообще платежки работают. Вот, я просто скажу, что в норме, никто, конечно, в здравом уме, не работает. Ну, то есть, если у вас какой-то e-commerce есть, то, конечно, в здравом уме вы не работаете напрямую с, карточными данными. Вы либо заключаете договор с платежкой, либо с банком, у которого, конечно, есть платежка. Вот. То есть, соответственно, после этого проблема решена, потому что вся обработка будет происходить на стороне вашего партнера. Все все формы с карточными данными будут открываться на стороне партнера, ну, там, либо в новом акте, либо в SRAM, все видели эти окна, вот, и к вам никакого отношения не имеет. Вот, то есть в норме это делается так. Но в целях всего лишь демонстрации, в общем-то, мы просто предположим, что вы приняли решение страдать, да, вы решили обрабатывать карты прямо вот у себя. Вот. Поэтому я сейчас возьму прям максимально странную там систему, да, стартаперскую,
Вот, и на нее начну постепенно накидывать одно требование там за другим. Ну, их там 4 штучки всего накину. Значит, вот такой, предположим, что у нас, есть такой очень странный магазин, я же сразу сказал, что он будет странный. То есть вот у вас есть одна виртуалка, пунктиром помечена здесь. То есть это одна просто у вас, ну, либо физическая, либо виртуальная машина, неважно, она одна. Вот, вы туда, то есть вы ее купили там за $5 в Фетцере, залогинились через консоль и установили там какой-нибудь движок интернет-магазина, вот который у меня помечен квадратиком шоп, да, то есть это, ну, какой-то WooCommerce, что-нибудь такое. Какую-нибудь CRM-ку для хранения заказов. Ой, кстати, я тут забыл одну стрелочку указать. В общем, из шопа стрелочку представьте быстро, что в CRM идет. Да, то есть там при оформлении заказа в шопе отправляется еще там в CRM данные. Вот. Ну, там CRM какой-то, типа, там, не знаю, Bittrex24, в общем, что-то такое. Или там AMCRM, что вы там любите. Вот. База данных у вас есть, естественно, одна, ну, потому что лень 2 ставить, да. Вот. Все вот так вот у нас сделано. Вот. И, соответственно, девелоперы, как обычно, лазят в базу данных напрямую, там, используя какой-нибудь свой любимый SQL там, клиент. Вот, а администраторы, вот именно такие, там, ну, или там какой-нибудь отдел продаж или что-нибудь такое, в общем, сотрудники, они Браут CRM-ку тоже напрямую гоняют. Вот, естественно, все это делают под одной четкой, ну, как всегда. Вот, там, как sales, собачка, там, example. Вот, и вот, ну, вот так вот это устроено. Вот, и вы, естественно, из шопа вашего, где вы, собственно, принимаете карточные данные, у вас есть интеграция с банком-декларером, так называемая хост-то-хост интеграция, то есть без вот этой возможности, когда банк-декларер показывает на своей стороне форму для приема карточных данных, вы карточные данные собираете только в шопе и непосредственно их передаете уже в декларере. Вот. А, вот такая вот у нас гипотетическая система. Не смейтесь, я еще не такое видел. Вот. Ну, допустим, вот такая вот у нас штучка есть. Вот. И следующее, что мы сделаем, это, собственно, мы вспомним сегментацию. Напомню, что CDE, Control Data Environment, она или хранит, обрабатывает, передает, или находится в одном сетевом сегменте с компонентом. Вот. Что означает, что шоп у нас обрабатывает и передает. Датабейс хранит, а серверка просто случайно оказалась в одном сетевом сегменте, потому что на той же машине работает, там, условно говоря, на том же там Nginx и там прочих апачах. Вот. Таким образом, у нас сейчас в данный момент первая вся система оказалась в сегменте CDE, то есть мы ее можем определить как CDE-сегмент. Все это cardholder data. А, Второе, собственно, э, как вы помните, вот прямой коннект к CDE, он, в общем-то, запрещен. То есть, ну, это как бы совсем чуть-чуть как бы не сработает. Вот. На всякий случай сыграем в одну игру. В чат накидайте, пожалуйста, плюсов, у кого либо сотрудники, либо вы сами ходят в продакшн database и в продакшн сервера через консоль, ну, там, через shell, напрямую. Вот. И еще желательно тоже накидайте плюсиков, у кого под одной четкой все ходят, как девелопер, что-нибудь такое. Вот. Ну, или чтобы не палиться, да, это не прямо как прямо вы ходите, а там один или друг ходит. Вот. Накидайте плюсиков. Я, к сожалению, сейчас их не вижу, и, мне кажется, не слышу. Вот, но, может быть, и слышу, но вроде как там тишина, вот, поэтому либо все стесняются. Ну, тут, Юра, есть плюс-минус Есть плюс. периодически. Да, и есть 2 ми. Окей. Ну, на самом деле, здесь ничего такого постыдного нет, вот, потому что все мы когда-то так делали, потому что не все системы должны быть защищены именно прям супер надежно. Вот. А, но вот эта вот ситуация, когда, разработка или там аналитики, или кто-то еще, просто имеет прямой коннект до базы данных с помощью какого-то своего там либо SQL клиента, либо аналитического инструмента, она почти везде есть на самом деле. Вот, и как бы зачастую это решается так, что, базу данных принимает соединение только от офисных IP. Вот.
Такая штука часто делается. Здесь тоже сразу скажу. А, В принципе, CDSS, он а, заточен на то, что такое, знаете, как Zero Trust, да, то есть даже если вы только из офиса можете ходить, вы все равно не в безопасности. Потому что, ну, например, знаете, как делается одна из проверок? К вам в офис приезжает аудитор, ну, или удаленно подключается, или прям в офис приезжает с ноутбуком, у него на ноутбуке установлен Kali Linux, он подключается к вашей сети и под вашей IP-шкой начинает все ломать. Вот, поэтому PCI-DSS, в принципе, он предполагает, что угроза может исходить в том числе из офиса, из вашего. Там какой-нибудь, не знаю, там девушке HR скинули PDF-ку, она ее открыла, у нее комнату взломали, и уже это началась атака уже с ее компа, с вашего офисного IP-шника. Вот, поэтому вот так вот вы не защититесь, сразу говорю. Вот, поэтому, значит, мы сейчас накинем с вами первое требование часть требований, да, только часть здесь, по сетевой безопасности. Значит, что нам говорит CDSS? Первое. Каждый сервер выполняет только одну функцию. Вам нельзя на одном сервере крутить, допустим, приложение и какой-нибудь там DNS, почту, что-то еще. Вот. Здесь вы должны обязательно сервера разделять. Разделять вы их можете физически, это разные косты, можете там виртуально, можете по namespace делить, то есть какую-то логическую изоляцию делать. Главное, чтобы это были разные состы, которые э, с очень аккуратными настройками только друг к другу могут там как-то ходить. Так, ну, про невозможность совмещения теста прод надеюсь, все знают. Вот, то есть это я даже не буду про этот пункт рассматривать. Дальше только личные учетки, да, то есть выдали там администраторам, каждому администратору выдали свою учетку, каждому разработчику выдали свою учетку. Естественно, все эти учетки должны быть с минимально необходимым уровнем доступа. Вот, соответственно, что у нас получится? Вот, кстати, стрелка появилась, да. То есть у нас, во-первых, вся CRM, все функции CRM мы вынесли, разделили на две изолированные, там, либо виртуалки, там, либо namespace, что у вас есть. То есть как-то сделали какую-то логическую, но физическую изоляцию. Дальше, значит, шоп, вот этот компонент шоп, он может, в принципе, отправлять запросы в CRM, имеет право. CRM в шоп не может. Исключено, нельзя. Вот, ну, то есть, если может, тогда уже вы там другая сегментация у вас будет. Вот, соответственно, если при этом, при этих условиях у вас CRM вообще не хранит, не обрабатывает карточные данные, там данные клиента, там может, вот именно карточные не может. Вот в этом случае, если все эти условия соблюдены, то CRM становится out of scope, потому что даже если взломают и там даже с нее начнут пытаться взломать уже даже ваша дальнейшая система, данный карт не пострадает. Вот поэтому вот я пометил зеленым, как out of scope. Вот. Да, при взломе вы утратите там какие-то персональные данные клиентов, e-mail, телефоны, чего угодно. Это повысит риск социальной инженерии. Но с точки зрения PCI DSS это все равно out of scope. Карточные данные не поддержаны. Все. Вот, то есть уже у вас будет попроще аудит. Еще раз на всякий случай отмечу, то есть, чтобы вы не думали, что я предлагаю, значит, резко все выгонять из сегмента и забить на безопасность. Нет. В идеале, конечно, следует все компоненты вашей системы рассматривать как CDE, как максимально подверженную атакам штуку, вот, но именно в процессе сертификации на эту штуку будет понижен требование безопасности. Вот. Единственное, что в этом случае проверит аудитор, это то, что он действительно out of scope. То есть вы отсюда, он прям сюда придет, в этом подсеть он сюда придет и попробует подключиться сюда, там посмотреть, что у вас здесь. То есть это все проверяется. Вот именно сегментировано, оно всегда проверяется аудитором, чтобы все было по-честному. Вот вы говорите, это out of scope, вот проверь. Вот. Продолжаем про сетевую безопасность. Значит, сейчас будут прям капец неприятные истории. Смотрите, значит, во-первых, прямое подключение к CDE запрещено. Это прям жестко запрещено. Никакой порт, ни там, даже если у вас на входе стоит там логин, пароль, чего угодно, то есть вы, в принципе, даже не имеете права, то есть у вас не должен быть открытого порта. Вот прям проверяете, там, не знаю, телнетом, чем там проверяете, нет, катом, проверяете, портов не должно быть видно. Это прям точка, конец истории. Вот, то есть вот эти красные вещи, да, то есть я, как вы видите, вот этот предыдущий, наш серым quiz database, поскольку я его вынес уже, то есть мы ее зеленым сделали, я ее просто выкинул для экономии места. Вот, и здесь нарисовал базу данных. Вот. Прямое подключение к CDE запрещено.
Соответственно, то есть он должен полностью изолирован, конечно, подключений. Поэтому для сисадминов, там, DevOps разработчиков стандартное решение — это через так называемый Beam Host. Наверняка знаете, что такое. То есть вы сначала там через какой-нибудь VPN, сразу скажу, с обязательной мультифакторной авторизацией, да, то есть 2 FA у вас должно быть. Вы подключаетесь, и уже отсюда делаете следующий скачок вот туда. Вот. В идеале, конечно, здесь еще нужно делать интеграцию с каким-то централизованным доступом, типа того же самого Active Directory, с политиками безопасности, с выдачей доступа на конкретное время, то есть не бесконечно, вот вы просто там пунктуратору дали, вот входи, пожалуйста, а он говорит: "Я хочу провести там какие-то технические работы, совершенно до конца дня". Вот вы ему, то есть завтра у него доступ должен быть самостоятельно отозван. Вот. То есть это либо там какая-то VPN, ну, короче, бастион. Вот. И здесь обязательно, что причем что в третьей версии, что в четвертой версии 50 обязательно мультифакторка. То есть без этого никак. Вот. Дальше. Для пользователя, вот у нас есть пользователь, он ходил нам непосредственно в шоп, вот, тоже запрещено. Напрямую запрещено. Вот здесь обязательно перед ним поставьте firewall, там какой-нибудь Ingress замороченный, Web Application Firewall, там хоть Cloudflare себе поставьте, но с Cloudflare, кстати, сложнее будет. Дальше скажу почему. Вот, значит, здесь тоже обязательно должна быть какая-то штука, которая сегментирует пользователя от CDE. И что? И вот. И самое неприятное, наверное, в этой схеме, то есть вот некоторые порты на вход. Да-да-да, обязательно учитывайте порты на вход. То есть если у вас, допустим, это какое-то веб-приложение, то 443 и все. Да, то есть остальное вообще не должно торчать наружу. Здесь минимальный набор портов, который обязательно должен быть чем-то обусловлен. То есть какой-то бизнес-функции приложения вашего. Вот. И здесь аккуратно за этим следите. Кстати, если у тебя Cloudflare поставить, то сразу скажу, аудитор может докопаться, потому что Cloudflare, он такая штука интересная. У него наружу торчат еще несколько портов. Вот, они технические такие. Вот, поэтому приходится объяснять, что такое за штука. Вот, и вот этот момент, он не очень приятный, да, это некоторые хосты и порты на выход. Вот, почему? То есть это контроль исходящих подключений, ну, исходящих, да, соединений. Суть на самом деле очень проста, потому что даже если к вам на хост непосредственно вот там в зону CDE вторгся злоумышленник или там какой-то зловредный скрипт туда залетел, а, как бы просто данные украсть недостаточно, понимаете? Украденные данные нужно еще куда-то передать. То есть, собственно, самого злоумышленника, он же у вас там сам на хосте, там, не знаю, не сидит. Вот, если нужно куда-то передать. А как передать, если трафик наружу, у вас только на авторизованные хосты идет? Там, не знаю, вот, в банк, в S3-шку и там еще куда-то. Вот, то есть уже на зловредный хост, который принимает, подключение, исходящее с данными, ваших карт, уже не подключиться. Вот, поэтому вот это обязательный компонент, контроль исходящих подключений. Но это самая, наверное, будет для вас неприятная вещь. Почему? Потому что, как вы знаете, во-первых, жизненный цикл сервера включает в себя, э, скажем так, много исходящих запросов, и все они чаще всего делаются по доменным именам. То есть IP-шку завотрисить очень легко, исходящую. Домен сложнее, прям сильно сложнее. Там штатными фаерволами у вас это делать не получится. Вот, придется ставить что-то другое. Вот, либо открывать-закрывать. Вот, потому что whitelistить целые сети не захочется, а совсем без контроля исходящих соединений тоже сидеть не хочется. Я тут не просто так нарисовал вот это S3, зеленый квадратик у нас стоит S3, хранилище. Представьте, что у вас это амазоновское хранилище или клаудфлэровское хранилище, вот это R2 у них есть, где вам, в общем-то, выдают такое длинное доменное имя, а оно дальше уже айпишник может какое угодно иметь. Эти айпишники все ротируют туда-сюда, налево-направо. Это первое. И второе, самое неприятное, особенно нравится, это автоапдейты. Потому что автоапдейты вашей операционной системы, они делаются тоже по доменным именам. Вот, а доменные имена у нас резолвятся, скажем так, в очень сильно плавающие айтишники. Вот, потому что сегодня он пошел в ваше локальное зеркало, завтра он пошел в зеркало в соседней стране. Вот, и как бы вот здесь
прям будет не очень приятно. Далее, о чем я хочу сказать. Представьте, что вы, в общем-то, решили сделать, ну, у вас как бы стартап ваш растет, а, по каким-то причинам. И, соответственно, вы решили не только базу данных вынести, там, взять отсюда, из этого хоста и вынести в отдельную сеть, вы просто решили взять это как устойчивый кластер. Ну, у провайдера, просто у хостинг-провайдера решили managed database взять и его использовать. Вот, сейчас, в принципе, провайдеры очень классно делают managed датабейзы. Э, Просто покупаешь, платишь совершенно немного денег там, и можно не держать в штате там ни DBA, ничего. В общем, классно работает, стоит сравнительно немного. Вот. И представьте, что вы взяли вот такой managed database, который у вас, в общем-то, только хост, порт и там какой-то логин, пароль есть. Вот все, больше вы ничем не управляете. Иногда вы можете какие-то плагины ставить из числа разрешенных плагинов, но как бы на этом все. Потому что она на то и менедж, что ее менеджат другие ребята, вот, со стороны провайдера. Вот, и здесь мы нарываемся на еще одно неприятное требование. Последний пункт — протоколирование событий безопасности. Да, то есть, во-первых, прямое подключение к этой базе будет невозможно по пункту, собственно, прямого подключения к CDS запрещено. Второе, доступ к sensitive данным, как вы понимаете, любой селект по вашей базе данных, который там может у вас тащить какую-то там пан карт, которые там лежат, вот. Это такая штука, ее нужно логировать. То есть если к вам пришел, не знаю, вы хотите уволить сотрудника, он об этом узнал и зале подключился под своей учеткой к вашей базе данных и там сделал селект звезда from user cards, не знаю. Вот, вы это должны обязательно запротоколировать, как событие безопасности, что вот у нас была такая штука, а, либо для дальнейшего расследования инцидента, если он случится, либо для превентивных мер определенных, которые вы можете принять прямо сейчас. Вот. И в менедж решениях часто нет логирования запросов. Ну, потому что вот так. Вот, поэтому здесь иногда приходится ставить дополнительный там какой-то DB-прокси, там, ну, в зависимости от того, что у вас там за база данных, балансировщик, или там, ну, типа пулер соединений, что-то такое, в общем, с возможностью логирования тех самых там SQL-запросов, ну, или чё у вас там есть. Вот, и здесь вот еще одна компонента у вас сразу появляется, как минимум. Вот, и теперь, собственно, вообще про протоколирование событий безопасности. Это самая классная штука, которая вообще есть только в CDSS, потому что по требованиям CDSS мониторить нужно довольно много событий обязательно, и все, что вы хотите, дополнительно. Вот такая интересная формулировка. Под термином «все, что вы хотите» дополнительно я подразумеваю то, что вы, в принципе, на своей стороне должны держать некий реестр событий безопасности, который сами для себя определите, с указанием уровня критичности. Ну, там еще инструкции на реакцию на инциденты. Вот. Сразу скажу, значит, ну, как вы здесь видите, значит, что нужно логировать. То есть, во-первых, изменение файлов, да, то есть файлы не клейте. Да, изменил кто-то там файл с паролями на одной из машин или там добавил пользователей, что-то такое, надо обязательно протоколировать. Да, там если password изменили, алерт выстрелил. Или изменили конфигурацию информационной безопасности, там, не знаю, конфигурацию демона изменили, запротоколировали, алертнули. Создали там нового пользователя внезапно, алертнули. Любой доступ к данным CHD — это cardholder data, то есть вот эти данные карты, да, span, expiration и year, ну, как это, cardholder. Вот. Кто-то селектнул, должны запротоколировать. Администратор зашел, любой администратор, да, то есть вот именно такие рутовые права сделал человека, должен протоколировать. Кто-то попробовал зайти, у меня не получилось, залогировали. А, Любые там подсистемы ваши сработали, залогировали. Вот. И как бы, то есть логировать придется много, и логировать придется сложно. Потому что, ну, давайте представим, что у вас, например, а, доступ к базе данных в рабочее время, то есть, ну, у вас было подключение к базе данных, и случился какой-то селект. Вот. И это было там, ну, не знаю, с 10 до там, 7 вечера. То есть в рабочее время какой-то монолит сидит, что-то ковыряет. Вот. Это, в принципе, для вас, ну, скорее, давайте по-честному, информационное событие, да? Ну,
такой рабочий процесс. А теперь представьте, что такое же событие случается, например, в 2 часа ночи. Вот это уже напоминает какую-то попытку взлома, потому что, ну, какой аналитик будет в 2 часа ночи еще селить из БД? Вот, и здесь уже надо алертить, с другим уровнем. Или, например, произошла одна попытка неудачной авторизации. Вот. Ну, как будто бы бывает, да, то есть менеджер забыл пароль. Там 3 подряд, например, неуспешные попытки авторизации. Это уже больше похоже на brute force. Вот. И так далее. То есть там, вы когда будете писать, свои, собственно, события информационной безопасности, придумывать, да, там, не знаю, попытка вывести деньги со счета в 3 часа ночи, там, ну, там, не знаю, с 9 вечера до 6 утра. Вот. И тоже попытка ну, как это, события информационной безопасности. Вы это сами для себя просто рисуете как раз то, что я и здесь отметил последним пунктом, как все остальное, да. Вот, вы это сами для себя рисуете, и, соответственно, вы сначала рисуете всю эту структуру, просто вот просто все на что фантазии хватит. Вот, а потом вы на это настраиваете алерты. Вместе мониторинг событий и алерты. Вот, и здесь просто сразу скажу, что а, вы можете городить зоопарк из велосипедов, там какой-нибудь fail to one, Logstash, там чё угодно, да, там графан какой-нибудь, там этот самый алерт менеджер. В общем, чё хотите, можете делать, сколько угодно костылей сделать, но я в целом вообще не рекомендую это делать, потому что под те вещи, которые я писал сейчас, есть отдельный класс систем, так называемые CM-системы, Security Information and Event Management, вот, которые очень сильно облегчают жизнь. Прям, ну, то есть физически это чаще всего это просто агент установлен на целевом хосте, у нее есть пачка предустановленных базовых правил, вы можете писать дополнительные базовые правила. Вот, собственно, агент сидит на хосте, забирает все события, а, отправляет их, собственно, в CM-систему, все события. Вот, CM-система уже все эти события записывает, потом по ним просчитывает, по предустановленным правилам, она уже считает логику какую-то. Если видит, что это похоже на алерт, то она, соответственно, уже, может вам алертить там разные каналы и даже может сама предпринимать определенные действия. Вот, типа как, ну, если кто знает, что такое fail2ban или там CrowdSec, вот CM-системы тоже могут принимать такие решения. Есть CM-системы бесплатные open source, есть системы, капец, какие платные. Вот, здесь как бы, ну, выбор за вами. Вот, но, в целом, если вы возьмете, одну из самых известных, платных систем и поставите ее у себя и скажете: "Мы стартапчик", то, конечно, аудитор может спросить: "Покажите-ка вашу лицензию". Вот, потому что, ну, не похоже, что у стартапа есть столько денег. Вот, в целом, отличается, по сути, только количество времени на конфигурирование. Вот. То есть, если вы любите конфигурировать, я, например, обожаю Вазух, есть такая open source система Вазух, я просто капец обожаю. Вот, это прям, конфетка. Не знаю почему. А, допустим, мой DevOps, он его прям ненавидел. И как-то так получилось, что он этот Вазух ставил, а я, наоборот, не ставил. Вот, соответственно, что? Дальше еще одна неприятная штука, которую тоже следует сказать. Что то время уже поджимает. Сейчас буду ускоряться, простите. Значит, журналы событий, ну, то есть логи, по сути, ваши, они должны по все DSS они должны храниться в течение 1 года. При этом в течение 3 месяцев они должны быть, доступны в режиме оперативного доступа, а потом выгружаться уже для долгого хранения. Опять же, системы это штатно поддерживают. Там есть так же, как где-то у Grafana, по-моему, есть, да, почти у всех это есть, вот как перегрузка на холодное хранилище. Здесь только единственная одна неприятность. Ну, как обычно перегружают на S3, как вы понимаете, да, дешево, хранится вечно. Но, важная вещь, значит, если вы планируете хранить логи в S3, то проверьте, что есть, возможность, защиты, то есть по требованию 50 DSS. Файлы журналов аудита должны быть защищены от несанкционированных изменений. То есть write once, read many, worm, да, write once, read many. Один раз записали, после этого не имеете права удалять, изменять, перезаписывать и так далее. Вот. И worm хранилища, они тоже не везде есть. Например, AWS такую возможность предоставляет, AWS S3, Cloudflare R2 такую возможность предоставляет, остальные такую возможность могут не предоставлять. Вот.
обязательно надо проверять, что эта штука есть. Соответственно, если её нету, то придумайте что-то свое или берите просто решение какое-то, другое. Вот. Теперь, значит, к разрабам, да, сразу обращаюсь. Смотрите, по PCI-DSS обязательно требуется логировать критически важные параметры. То есть вы можете логировать что угодно, то есть вот это обязательно, то, что на слайде, остальное чё хотите. Вот, то есть источник события — это там либо хост, там что-то на состе случилось, и в приложении что-то случилось. То есть, ну, просто источник, да, по классификатору ваших источников. Тип событий, что произошло, там пользователь добавил, добавился, файл изменился, какой-то логин странный, что то. Вот, дата, время обязательно. Вот с датой и временем тоже очень важная вещь, потому что у вас по всем вашим, целевым системам, подсистемам должно быть настроено, синхронное время. Вот, то есть вы просто везде выставляете одинаковые NTP-сервера и еще там дополнительно сверху навешиваете монитор, чтобы время не проскальзывало. Вот это вам, потом пригодится на аудите, да, то есть когда вы будете лог смотреть, чтобы у вас все события, коррелировали между собой. Вот, обязательно должен быть идентификатор пользователя, который ты сделал. Помните, да, что под общим пользователем ходить нельзя, только каждый ходит по своим личным. Вот, поэтому идентификатор пользователя любой, главное, чтобы он был, э, от конкретного пользователя. Естественно, успех или отказ, и, заветственные данные. Там, не знаю, сегодня в 12:00 пользователь, там, какой-то Олег, успешно, прочитал что-то. Вот. Это обязательно вы должны логировать. Вот. Все, что остальное, как бы оставили данные, логируйте как хотите, но там обычно какой-нибудь JSON идет, формат логов. Вот, поэтому здесь ничего такого сложного нету. Вот, но на что я хочу обратить внимание ваше, а, на выбор компонентов, которые вы под свою систему будете дальше выбирать. То есть, понятно, что из вашего приложения вы что угодно залогируете в каком угодно формате. Вот, с подсистемами, которые будете ставить, не всегда, так просто. Не все не все ПО поддерживают такие вещи. Если поддерживают, то чаще всего платная версия сразу будет. Вот, то есть, ну, представьте, что вы, допустим, хотите поставить себе какую-нибудь там внешнюю систему, управления пользователем. Ну, такой кейк-лог, условно говоря, да. Единственное, я по кейк-локу прям не могу сказать ответственно, что там у него по поводу аудита, вот, но на некоторые системы нарывался. То есть вы ставите какое-то готовое решение, которое вам нужно, и видите очень интересную ценовую политику. Вот. Ценовая политика обычно следующая. Если вам нужен функционал похожий, очень похожий на требования какого-то регулятора, вот, решение резко становится платным в клауд-версии и максимально платным в self-hosted версии. Потому что платная версия, в смысле, клауд-версия и аудит — это значит, вы что-то уже как бы планируете какие-то деньги зарабатывать, а self-hosted версия с возможностью аудита — это вы, скорее всего, уже как бы как хотите катать, какие деньги зарабатывать. Вот. Поэтому решение будет платным. Ну, это логично, да, потому что они тоже не бесплатно разработают вам, приложение. Вот. Но просто имейте в виду, что если вы планируете зарабатывать, то, ну, логично, что надо делиться с вендорами, вашего софта. Вот. В принципе, на практике, конечно, можно костылять решения по логированию там на стандартных компонентах, там Nginx какой-нибудь поставить, там с Nginx логи снимать. Вот, ну, понятно, что там девопсу придется повозиться и научиться это делать. Так, дальше будут 2 максимально скучных слайда без картиночек. Значит, во-первых, про CFD. Хотел рассказать, значит, cardholder data, что туда входит. Значит, имя держателя карты, номер карты, ну, вот эти вот 16 цифр ваши стандартные, срок действия. А, так, и, значит, что с этими данными можно делать? Можно либо в одну сторону хэшировать, без восстановления. Это делается для, там, токенизации, да, для, ну, там, допустим, если вы хотите, карту токенизировать, то есть в одну сторону захэшировали, главное, чтобы рог не восстанавливался. Вот, маскирование. Вы имеете право в своих системах показывать только первые, 8 и последние 4 цифры. Вот, то есть, это для 16-символьной, для 16-символьного плана. Вот там есть еще 14-символьный, там 6 и последние 4. Вот, и вы имеете право хранить, в принципе, с шифрованием. По поводу шифрования чуть подальше расскажу. Вот, и теперь, значит, еще есть такое прекрасное слово thread.
Authentication Data. Это прям максимально чувствительные данные аутентификации. Это имеется в виду как раз CVV, 3 цифры с оборота карты, да, там, магнитная полоса и так далее. Вот, ну, обычно речь идет о CVV. Их нельзя хранить. Вообще никак. То есть нигде, не дай бог, в логи попадет, в базу данных нельзя, просто вообще никак нельзя. Даже шифрование вообще никак нельзя. Вот, можно только временно хранить в памяти на момент авторизации операции. То есть пользователь вам их передал, вы быстренько их там банку передали, банк говорит: классно, все, вы про них забыли. Вот, наверняка, я не знаю, если кто-то из вас Booking.com пользуется, вот Booking.com почему-то пошел, по-моему, по пути, то есть они не токенизируют карты, они каждый раз, то есть они вам показывают, типа, вот у вас есть такая карта, заканчивается на вот эти 4 цифры, а введите МЦО, пожалуйста. Вот почему-то они по такому странному пути пошли, но хранить никак нельзя. Дальше по криптографии. Есть требования по криптографии. Здесь, на самом деле, по хэшированию все очень просто. Там берете какие-то, ну, то есть именно асимметричные, да, там берете какие-то последние шифры, протокол там TLS, это по асимметричной криптографии тоже там берете максимальный. Ой, это все понятно, как бы здесь ничего такого нету. Вот. Единственное, значит, что здесь интересного, это асимметричное шифрование данных, да, то есть когда вы хотите что-то зашифровать и потом еще что-то обратно расшифровать. Ну, например, как раз cat holder data вы не имеете права хранить в открытом виде в базе данных, вы это обязательно должны зашифровать. Вот. Но шифрование в этом случае вы имеете право делать только через отдельную систему, через КМС. Она должна быть физически отделена от вашей, собственно, зоны CDE. Она должна быть, управляться отдельными людьми, вот, отдельными доступами там. То есть, человек, который пользуется, скажем так, ну, обрабатывает, да, данные карты, и человек, который шифрует данные карты, должны быть обязательно 2 разных человека. Вот. Ну, просто имейте в виду. Вот. И, соответственно, ключ для шифрования никогда не должен находиться на том же хосте, где и шифруемые данные. Потому что у нас, там 80% обычной системы — это, грубо говоря, вот у вас есть приложение, там к нему как-нибудь через, там, не знаю, переменное окружение подтыкнут там secret key какой-нибудь, с помощью которого отшифруется куда-то база данных. Вот, нет, так нельзя. Рядом ставить KMS-систему, а, с определенным алгоритмом, да, то есть там вот, тоже, есть, требования на эти системы. Ну, они есть готовая часть, даже open source. Вот, ставите рядом систему. И дальше, по сути, вы просто берете из приложения, отправляете данные в КМС и говорите там: КМС, зашифруй мне это ключом номер 5. Ключ вы не знаете. Вы просто говорите там: ключом номер 5 зашифруй, вам возвращаются зашифрованные данные. Вот. Ну и потом вы там идете, говорите: расшифруй, вам возвращаются расшифрованные данные. Вот. И здесь, наверное, вам самая неприятная штука, о которой следует знать, что требуется регулярная ротация ключей. Вот, то есть не реже, чем раз в год. Это в целом добавляет сложности проектирования реализации, потому что раз в год вам нужно переротировать ключи, которыми зашифрованы данные. Ну, как вы понимаете, не самая приятная штука, в общем-то, в жизни. Ну, естественно, на следующем аудите спросят, когда вы последний раз ротировали. Управление доступом, да, это, ну, имеется в виду всякие там логины, пароли, вот вся вот эта история. А, за требования к учету вас будут ненавидеть в компании чуть более чем все, ну и там половина пользователей тоже. Соответственно, вам это надо при проектировании все эти требования учесть и там заранее попробовать снять себе нагрузку. Чуть попозже, да, расскажу, о чем я говорю. Значит, что мы говорим, когда заходит дело об управлении доступом? Про личные учетки же понятно. Минимальный набор привилегий, я думаю, тоже проблем не вызывает. Нельзя всем сразу рута выдавать, да, как там role-based access control, и выдавать уже там по чуть-чуть. И да, кстати, на каждом доступе, естественно, знать. Вот. И это все у вас должен быть реестр доступа выданных. Двухфакторная авторизация. В норме, значит, смотрите, там CDSS версии 3, там, по-моему, требовался только для рута с удаленным доступом. Вот, CDSS версии 4, он прям начинает требовать уже почти везде. Вот, поэтому в целом вы не промахнетесь, если скажете, что у вас везде АФА, и, в общем, привыкайте. Потому что
Я думаю, в современном мире вы знаете, что без двухфакторки, ну, просто не жизнь, да. То есть уже у каждого там, даже там, не знаю, у ваших родителей наверняка уже стоит какой-нибудь Google идентификатор. Ничего такого в этом нету, пусть все привыкают, хотя требуется там, формально требуется не везде, но я предлагаю делать везде. Вот, логирование действий пользователя. Храните 1 год, как вы понимаете, любые действия. Готовьте там терабайты свои на S3. 10 неудачных попыток входа — бан. Неактивные учетки отключаются через 90 дней. То есть пользователь там зарегистрировался, 90 дней где-то погулял, через 90 дней заходит, и ваша учетка заблокирована. Вот, конечно, вам звонит саппорт, или там вам лично пишет и начинает очень громко ругаться. Ничего, привыкайте. Фу. Значит, требования на пароль — это не меньше сейчас 12 символов. Раньше было 8, сейчас это 12 символов, цифры буквы, цвет символы. Каждый 10 дней пароль протухает в обязательном режиме, то есть его нужно не реже, чем раз в 90 дней, его нужно менять. И при этом новый пароль, который пользователь ставит, не может совпадать с 4 предыдущими. Вот, что это означает? 90 дней — это, как вы понимаете, 3 месяца, да, и 4 пароля. То есть у пользователя пароль не будет вот в течение года, а в CDS очень многое завязано на интервал 1 год. Вот, в течение года у пользователя не будут повторяться пароли. Вот такая штука. Вот поэтому 90 дней и 4 пароля. Собственно, тоже определенная доработочка. Это, как вы понимаете, в код, там дополнительная таблица там с хэшами предыдущих паролей. Ну, не самая лучшая штука. И самая, наверное, неприятная штука — это, значит, 15 минут и логин. Вот это, ну, на моем опыте это бесит больше всего. Всех пользователей бесит требования. А, Пользователь отошел у компьютера, забыл его заблокировать. Прошло 15 минут, случился разлогин. Очень важная вещь, хотя и, ну, как вы понимаете, для пользователей неприятная. Вот, здесь вам помимо всего, помимо выполнения вот этих требований, вам, конечно, еще нужно учесть реальное поведение пользователя. Ну, например, если вы выполнили все эти требования, да, то вы поймите, что там, допустим, учетки есть не только у айтишников, да, там, но более таких, скажем, приземленных людей, да, которые не мыслят там цифрами и системами, да, то есть это может быть вот там ваши HR, это может быть какой-нибудь там менеджеры там по продажам, что-то такое, вот, они зачастую а, 1 раз пароль поставили, потом забыли, потом еще что сделали, 2FA-шку включили, мультифакторку, и телефон дома оставили. Да, у вас какие-то айтишники могут телефон дома оставить. В принципе, а, ну, по моему опыту, да, вот, например, wi это такая самая, наверное, самая популярная тема для обращения в саппорт. То есть по каким-то причинам пользователь там 2FA не может пройти. Оставил телефон, сменил телефон, забыл перенести, что-то, что-то, что-то. Вот, поэтому заранее следует сделать какую-нибудь возможность для администратора вашей системы делать временный ресет Wi-Fi, то есть сбросили ключ, да, и пользователь его переустановил. Вот, ну, в GitLab наверняка такое видели, или там в Google Workspace, что-то такое есть. Вот, просто снимите с себя нагрузку сразу. Отдельная классная совершенно штука, описанная в письме DSS, это реагирование, да, то есть у вас должны быть регламенты по реагированию на какие-то инциденты. А, Это, ну, так называемые плейбуки, да, то есть инциденты бывают у всех, на всех системах. Соответственно, когда наступают события информационной безопасности, как вы понимаете, думать особо некогда будет. Поэтому плейбуки все прописываются заранее. Какой-то алерт пришел, например, ночью, 3 часа ночи на дворе, сидит ваш там сотрудник. Ну, как вы понимаете, ночные сотрудники не всегда прям очень квалифицированы, да, часто это просто такая ночная смена, грубо говоря, L1. Вот, пришел алерт, и чтобы он дополнительно там, ну, как-то не пугался, в панику не впадал, он сразу изучил алерт, увидел плейбук по этому алерту и по нему пошел. Например, там, задокументировать события, забанить пользователя, уведомить такого, там, зарегистрировать журнал инцидентов, то есть что-то. Вот.
Ну, вот как бы вот такие штуки прям вот по каждому событию информационной безопасности подготавливаете просто реальный плейбук. Вот. Делай раз, делай два, делай три. Все. Как бы. И частично их можете еще и автоматизировать, чтобы система информационной безопасности, так же сам CM, он сам срабатывал, и будете жить хорошо и счастливо. Так, время уже прошло почти час. Значит, по поводу Software Development Lifecycle, значит, тоже есть требования определенные, да. По сути, PCI-DSS версии 4 предлагает нормальную, привычную вам структуру работы. Да, то есть код-ревью, пайплайны, все проверки, там, ASCII-тесты, SAS, DAST, сканирование, все уязвимости, короче говоря, проверили. а, Плюс там дополнительное обучение разработчиков, внутреннее программа обучения разработчиков. Вот, естественно, тестирование, там, какой-то стат-анализ, пентест и так далее. Вот. Процессы по внедрению, то есть вы написали там какой-то план деплоя, план отката, вот, и, собственно, дальше перешли уже в район мониторинга безопасности, реагирования на инциденты и обновления. Вот здесь, вот это раздел, мне кажется, наиболее простой, потому что и его читаешь, и ты думаешь, что да, мы именно так и делаем. То есть он такой, он очень привычный, это прямо взят из, скажем так, а, ну, best practice разработки, по сути. Вот, итоги, да, итоги страшны. Вот, я хотел всех вас напугать. В целом сертификация по PCI-DSS — это достаточно, сложный и дорогой процесс, да, то есть дорогой с точки зрения, количества затраченного времени, перестроения инфраструктуры, использования там, платных компонентов, большего количества ресурсов. Тот же самый там CM-система, она очень прожорливая, например, ну, в основном. Вот, каждый год вам придется аудит перепроходить, там пользователи на вас будут ругаться. Вот, в целом это, процесс сложный. Вот, поэтому, конечно, если вы там не платежка и, просто там сайтик, который хочет что то продавать, то, ну, используйте для этого решение. Перенесите ответственность на, внешнего вендора. Пусть он там проходит вашу сертификацию, а вы просто будете пользоваться его и фреймами или там всплывающими окнами. Вот, если вы платежка, то, наверное, готовьтесь страдать. Причем там еще, скажу так, там еще уровень сертификации по PCI-DSS, у нее там тоже есть несколько подуровней. И, грубо говоря, если вы там платежка до 1 000 000 транзакций в год, после 1 000 000 транзакций в год, это будет разный уровень сертификации. Вот, но в целом я сегодня попробовал а, проговорить именно вещи, которые имеют отношение к разработке, да, вот, но зато, надеюсь, напугал. Так, переходим быстро к вопросам. Времени уже много. Так, ссылку на CDS скину. Значит, первый вопрос был: как часто обновляются стандарты PCI SSF и PCI DSS? Значит, во-первых, что такое PCI SSF? Смотрите, DSS — это о том, как защищать данные карт, в общем-то, ну, в ее среде, да, то есть на вашем сайте, именно как защищать данные карты. А SSF есть еще отдельный стандарт, он о том, как, в принципе, писать безопасное ПО. Вот. Есть там тоже такой отдельный документ. Вот. Достаточно большой и сложный, как обычно. Вот частично, DSS и SSL, они пересекаются по некоторым вопросам, ну, прям в части безопасной именно разработки, вот, которую я вот здесь показал. Вот, частично они пересекаются, частично нет. Если вы планируете обрабатывать картинку вижу, то вам нужен DSS. Если вы планируете разрабатывать какие-то внутренние библиотеки, для использования, например, другими людьми, которые уже обработали картинку вижу, то используйте SSL. Значит, как часто обновляются? Какого-то релизного цикла у них прям такого выделенного, прям четкого у них нету. А, Обычно это от 2 до 4 лет такой интервал. Вот. Иногда это там год, иногда это 5 лет. Вот. Как припрет, так обновили. А, Значит, что может стать причиной изменения стандарта? На самом деле, что угодно. А, Значит, во-первых, э может измениться. Ну, давайте так, самое простое — это что-то протухло. То есть, придумали какую-нибудь там, например, криптографию, пришли злоумышленники, ее взломали,
соответственно, придумали следующую версию этой криптографии, вот, и, соответственно, стандарте уже появляется, используйте версию там TLS не ниже 1.2. Вот. То есть если используете 1.0, то все, вы не пройдете, до свидания. Вот, то есть какие-то слабые криптоалгоритмы, потом, соответственно, какие-то какие-то штуки с, там, авторизацией и так далее и тому подобное. Злоумышленники, не дремлют злоумышленники, каждый раз придумывают что-то. Вот, псевдо-СС постоянно догоняет, то есть он находится, он не в опережающем формате работает, он работает в догоняющем формате всегда. Вот, особенно с учетом релизного цикла 24 года. А, Он постоянно опаздывает, да. Здесь, ну вот, увы, вот. Причем там, в принципе, даже, кстати, в одной версии стандарта есть такой определенный переходный период. Например, написано так: это требование желательно к исполнению до, например, там, 31 марта 2025 года, а после 31 марта 2025 года оно будет обязательно к исполнению. Вот такие переходные штуки. Вот. Например, в прошлом году, а, после, ну, вот где-то как раз, после весны, а, стало обязательным так называемое, аутентифицированное сканирование. То есть это вы когда берете, SS-сканер, сканер безопасности, ему даете кредики от пользователя, вот, от реального пользователя вашей системы, ну, как заводите какого-то специального пользователя, даете ему эти кредики, и просто он туда логинится в вашу систему и начинает уже, ну, там ломать изнутри. Вот раньше такого требования не было, сейчас появилось вот с прошлого года. Вот, аутентифицированное сканирование. Причем я туда загонял эти сканеры, они прям классно делают. То есть там записи создают, удаляют, прям такие хорошие вещи, штуки делают. Вот. А потом, что еще там может быть? В принципе, изменение концепции безопасности. То есть, допустим, ранние версии стандартов, они были такие типа: вот делаю вот так, и будет тебе счастье. Вот. Например, 4-я версия, она больше, знаете, про а, покажи, что риск закрыт любым способом. Да, то есть делай, что хочешь, просто закрой этот риск. Вот, и докажи, что ты его именно закрыл. Вот. И, естественно, наиболее частая причина — это просто собираются крупные какие-то вендоры, там, не знаю, банки, платежные системы международные, вот, и просто приходят и говорят, типа: ребят, ну вот нам, во-первых, неудобно, во-вторых, это все не актуально, и это просто не работает, давайте что-нибудь придумаем новое. Да, потому что там ну, на скидку, да, стандарт 4 версии до сих пор оперирует какими-то такими, знаете, параметрами. А, ну, там типа firewall, там, э, хост, что-то такое там. Вот. А то, что, например, уже много лет как Kubernetes появился, и как его правильно обвешивать, очень мало людей знает. На "Ютубе" есть видео, там, 3 что ли, часовое, как правильно, кубер обвешивать всеми настройками по PCI-DSS, и это прям реальная боль. Вот, то есть там, где уже изоляция идет на уровне, грубо говоря, там каких-нибудь, cgroups там, и прочих, там IP tables, там NFT, да, вот. Там уже, ну, то есть вот, вы берете просто один институт, берете другой институт, да, вроде как логическая изоляция. Но, покажи это аудитору, он там чуть-чуть может удивиться. Вот. Поэтому, конечно, я надеюсь, что выйдет какая-нибудь там 5-я версия, где уже будут, полностью покрыты клауды, оркестрация, чё угодно. Вот. И, наверно, еще одна, причина для изменения стандарта — это, м усиление, да, усиление давления на безопасность. Ну, как помните, был, протокол HTTP, потом, стал протокол HTTPS придумали, и вроде как такие всем говорили, что вот давайте, переходите. А в какой-то момент, когда, в принципе, HTTPS уже, стал, простым, понятным для понимания и простым для реализации, просто Google пришел и сказал, что я теперь буду сайты, которые без HTTPS, я буду пессимизировать выдачу. Ну, делать, что хотите, я их отправлю просто в самый конец выдачи. Вот, и все перешли. Такое определенное, давление, да, делается давление на айтишную среду для того, чтобы всем стало лучше.
Вот. И как раз по PCI DSS, я думаю, тоже уже в следующей версии будет еще как бы следующий уровень давления. Например, там не просто сделайте, не знаю, каких-то пользователей, да, там с уникальными логинами, а еще и обязательно там внедрить какое-нибудь централизованное там управление пользователем, что-то такое. В общем, надо давить постоянно, с каждой версии додавливать. Вот, тогда это все станет безопасно. Так, хочется to-do лист для обеспечения безопасного кода разработчику. Это как раз то, о чем я вот буквально там перед этим говорил. Это как раз PCI SSF, Secure Software Framework, или как так он называется. Secure Software стандарт. Вот. Значит, ссылку я тоже скину. А, на том же сайте по PCI-securitystandards.org, сайт называется. Я прям скину ссылку в чатик. А, Там пролистайте вниз, там есть все ссылки на эти стандарты. Но, конечно, здесь тоже хочется огорчить, да, потому что по словам чек-лист обычно подгружается такая штучка из 10 пунктов. 10 пунктов покрыжил и сказал, что я теперь безопасно разрабатываю. Ну, конечно, нет, это там будет там 100 страниц, вот, но тоже не в первом смысле чек-лист. Вот, так, следующий вопрос, абсолютно на английском. Вернее, Industrial Problem Integration Solution to build self-audit CDS compliant environment. Есть ли какие-то решения для построения и самоаудита окружения совместимого с PCI-DSS? Да, в принципе, есть. Значит, они, естественно, там большинство из них коммерческие. Вот, например, если вы поставите Splunk, то вы вообще горе будете не знать, потому что он за вас сделает все. Вот, есть, естественно, тот же самый Vazoo open source. Вы расставляете агенты по всем своим целевым хостам, и они у вас в своей отчетности, они вам на дашборде рисуют, какой хост где продолбался. Да, то есть здесь апдейты не стоят, здесь critical, там CVE, уязвимость, здесь стоит critical. Вот, и прям по всем хостам это вам пропишет. И он сразу можно спросить, типа, вот что там соответствует он там PCI-DSS или не соответствует. Именно с точки зрения, допустим, той же самой, ну, банальной инфраструктуры. Вот понятно, что с софтом и с процессами внутри офиса вам разбираться самостоятельно, но есть вот так вот. Вот, плюс дополнительно есть, конечно, всякие специальные решения, там тот же самый GitLab в платной версии умеет подключаться к Active Directory, очень удобно получается. Вот, есть такое решение Physical, которое, собственно, занимается ключами, и оно полностью подходит под требования PCI-DSS. Ну вот. Есть такая, не знаю, как правильно произносится, Драта или Дрота, Драта, наверно. Вот, есть такие решения, которые, в общем, тоже там автоматизируют. И вот я вам ссылку, которую я вам скину на русскую версию PCI-DSS, я так понимаю, эти ребята тоже там делают какое-то автоматизированное решение по комплайенсу. То есть вы просто выставляете это у себя в офисе и, ну, в офисе, на вашей инфраструктуре, и получается у вас автокомплаенс. Ну, по крайней мере, на репорте. Вот. Теперь, значит, мне еще пришло такие вопросы. Смотрите, какая форма монетизации e-commerce стартапа самая прибыльная? А, Если делать сейчас процессинг, какой бы стек выбрали, и до какой выручки можно аутсорсить, как делать своя. Эти 3 вопроса я делегирую. Они не по теме моей сегодняшней беседы. Ам, я их делегирую, наверное, а, на следующий наш каркласс. Вот, там как раз будет рассказ про платежки, про платежные системы. И бывает там классный рассказ, приходите. Надеюсь, там будет очень интересно. Вот, вот я, наверно, делегирую туда. Вот, потому что время уже поджимает. Я что то за заговорился. Так, а, это я показываю. И давайте теперь еще в чат накидаю сейчас. Так, CSS. Значит, так. Смотрите, вот эта ссылка, вот эта ссылка. Это на русском языке, плюс, псевдоэссе на русском языке, плюс там, соответственно, как раз вот ребята занимаются какой-то автоматизацией. Вот, но они, я не знаю, там
чем они занимаются. Я, честно говоря, к ним отношения не имею, но там просто именно сам PCI-DSS отлично расписан. Дальше, соответственно, смотрите, вот такая штука есть. По поводу to-do листа, да, чек-листа для безопасности. Вот эта ссылка на сайт, собственно, самого PCI-DSS. Чуть-чуть вниз промотайте, да, то есть перейдите по ссылке, чуть вниз промотайте. И там как раз документы, вот, документы называются вот так. Вот эти документы вам нужно будет посмотреть. Значит, собственно, сам software стандарт и software lifecycle стандарт. То есть, как вы делаете и как вы потом через pipeline всё гоняете. Так, ну вот просто для тех, кто любит страдать, вот, пожалуйста, вот тут прям прямая ссылка а, на SSF. Так, значит, кажется, ссылки все скинул, которые обещал. Да, вроде как все. Вот, если что-то еще забыл скинуть, не забудь в группу скинуть. Да, в группу скину. Так, что еще? Ща я прокручу теперь чат. Так, на какую аудиторию это рассчитано? Господи, ну, не знаю. На какую получилось, ребят? Я просто там, немножко сям, немножко разраб, немножко админ. Так, плюс-минус, минус-минус. Нет, недавно отобрали доступ в одном стартапчике. Да, вот это правильно сделали. При электронных платежах, данные для повторяющих платежей хранятся на своей модернизации, там таким пользуются. Какой подход к защите этих данных? Вот, Александр Андреевич задал отличный вопрос. Какой подход к защите этих данных? На самом деле, никакого. Вот. Там дело в том, что да, там нужно просто соблюдать банальные требования безопасности, это именно шифрование токенов. То есть токен — это само по себе такая очень шифрованная штука. Там нет данных по карте. Вот. И, собственно, в большинстве случаев токен, он может быть использован только по тому же терминалу, который, в общем-то, выдан банком, да. Вот. Поэтому, насколько я помню, именно в PCI-DSS информации, ну, про токены вообще нету. Вот. То есть там есть информация про то, как токенизировать, то есть именно сам составлять длинный вот этот необратимый хэш, вот. Но хранение, как обычно, на вашей совести. Вот. Можете его зашифровать, как обычно, через КНС. Вся это об этом просто не говорит. Так, на неделе совместил прототип из экрана, нужно было машина дешевое детство, лепка на нужен. С тестами знаете, какая история? Есть у меня один вендор, с которым мы сотрудничали. Вот, он совместил тесты про среду, но очень интересным образом это сделал. То есть они именно физически были инфраструктуры разделены. Это он находился на АВС, и, как вы помните, на АВС егрессы, то есть, ну, по факту исходящие описники, они платные. Снапибок $40, что ли, за каждый егресс. Вот, и у него, может быть, среда были отдельно, а вот егресс у него был одинаковый. Вот. И угадайте, что случилось. Он с этим айпишником, короче, как достучался до сердца одной из систем, и эта система этот айпишник забанила. Ну, то есть он на тестовой машине проводил кучу экспериментов, за что его забанила продовая система, и забанила этот айпишник, через который прод тоже ходил. Вот, очень много было интересного спецэффекта. Так, токены хантики, бесшизарно бесполезно. Да, бесшизарно бесполезно. Так, токены провайдера. Не видно, да. Так, еще. Ссылка точно общедоступная рабочая. Ссылка должна быть общедоступная. Подождите, чё, не работает, что ли? Ё-моё. Подождите-ка. Сейчас. По-моему, ссылка как раз что то там, в общем, ну, как будто бы ссылка должна быть такая. Только она конкретно сейчас у меня, например, тупит. Вот, это бывает. Ссылки бывают тупят. Да, вот у Александра Андреевича открылся, а у меня до сих пор он тупит. Ссылка точно рабочая, но подтуплит. Там даже она, знаете, подтуплит не потому, что сервер подтупливает, а потому что там на одной странице все требования PCI-DSS. Все 12 пунктов, у которых каждый пункт еще 12 пунктов, и еще 12 пунктов, как и гидра. Вот, поэтому там просто объем данных большой, поэтому тормозит. Так, ну, собственно, по
вопросам, которые мне прислали заранее, я ответил. По вопросам в чате вроде тоже по всем пробежался. Если у кого-то есть вопросы вживую, то, как обычно, поднимайте руку, включайте микрофон и давайте, задавайте, попробуем обсудить. Мгм. Ну, считаю до 3, вижу лес рук. Раз, 2, 3. Ага, да, Илья. Илья, по-моему, да? Да, привет. Понял, да, привет, привет. Да-да-да. Большое спасибо, было очень интересно. Слушай, а такой к тебе вопрос будет по поводу сертификации PCI DCC индивидуальных. Я вот обращал внимание, что некоторые разработчики приходят уже сами сертифицированными. Как в твоем опыте? Наблюдал у нас таких сертификатов? Ну, индивидуальная сертификация, типа, что ты знаешь хорошо стардат, ты сам прошел, как а-ля AWS-сертификацию для клауда, только с PCI DCC. Тут интересно, Я такие сертификаты не видел, я не знаю, кем они выдаются, может быть, там консорциум выдает их, что типа, ну, то есть это как бы типа я, либо я там, условно говоря, аудитор, либо я такой молодец, я умею делать там, системы, которые там безопасны. Вот, я такого не видел, честно говоря, у меня с этим опыт, я сразу скажу, у меня вообще опыт сертификации э, прям максимально небольшой, да, то есть я под этим имею в виду, что когда я проходил сертификацию, то есть я захотел сделать себе платежку, я, соответственно, ну, там, мы сделали платежку, и мы проводили по ней сертификацию, и я туда пришел, на этот момент я был с нулем знаний, вот, а, и, к счастью, мне попался очень хороший, добрый аудитор такой, прям классный чувак, вот, он прям максимально мне не помогал, вот, то есть аудитор, если чё, не имеет права вам помогать. То есть не имеет права вам подсказывать, как, что сделать, потому что это противоречие их этике. Вот. Но как бы я и и я до него просто максимально докапывался. И я просто приходил, говорил: "Я придумал такое, а можно я сделаю вот так?" Он говорит: там: "Нет, нельзя, это противоречит этому, этому, этому". Вот. И, собственно, вот этот весь процесс сертификации, там, как что работает, это мы приобретали в процессе самой сертификации. Вот, у нас ушло на это порядка, ну, так это, тут прям много времени, то есть там есть еще, там, знаете, там разные стадии, есть там предаудит, аудит и так далее. Вот, и, конечно, я когда на предаудит пришел, я, честно говоря, там, ну, знаете, сделал так тяп-ляп, я думал, что это что-то формальное. И, честно, я думал, что сертификат это что-то формальное. Нет, это не формальность, и мне как раз это очень хорошо объяснили, что бумажки никому не нужны. Важно, чтобы реальные процессы в компании соответствовали реальным процессам, ну, то есть реальному описанию вот этих самых бумажках. Вот. И вот как раз мы тогда все это прошли, получили очень много интересных знаний новых, чему я на самом деле очень рад, потому что, ну, то есть меня это просто очень и порадовало именно, что, ам, скажем, ну, как бы вот именно сама бумажная сторона, такая формальная, там тоже такая достаточно большая, то есть там регламенты, вся вот эта история. Вот, но ты, во-первых, понимаешь, зачем ты это делаешь, и ты понимаешь, что тебя за это спросят потом. То есть, тебе придется, не просто писать бумажку, а тебе придется, либо написать бумажку, потом под нее подстроить процесс, либо выстроить нормальный процесс и уже там написать бумажку. То есть у вас должно быть всё обязательно синхронно и должно быть, рабочая. Это должна быть рабочая схема. То есть, ну, например, мне в качестве примера прислали какие-то воровские документы по этим регламентам. Я понял, что, мне это делать тяжело, в принципе, там э, требования с CDSS, они такие, знаете, они очень ветвистые. То есть, например, требования по сетевой коммуникации у вас может быть в пункте про защиту сетей и окружения, да, то есть про защиту сетей у вас там может быть один регламент про защиту сетей, а, допустим, там в следующем через 3 документа у вас там может оказаться, не знаю, защита карточных данных или там защита передачи карточных данных, и там тоже требования к сетям будут. Вот. И, делать это там в формате вороновской доминации просто невозможно, потому что, нужны будут кросс-референсы. Вот. Я, например, это просто в Confluence сейчас делал. Там и автоверсионирование есть, там есть и кросс-ссылки на документы. Вот. И в целом там, достаточно удобно. И причем я еще отдельно пришел к аудитору, сказал: "Есть какие-то требования там по формату этих регламентов? Там нужно прям в "Ворде" делать?" Он такой: "Нет, проще". Вот. И, как бы я ему просто показал, вот у меня Confluence есть. Он сказал: "Блин, классно, все, вот видите, сделал очень правильно". Типа этим будут пользоваться, да. То есть здесь,
Именно штука в том, что этим должны пользоваться. Вот это самое важное в стандарте. Вот. Просто так вот написать на бумажке и забыть про это нет, нельзя. Вот вас за это поругают. Вот. Ответил на вопрос. Я что-то даже ушел куда. В принципе, даже больше, даже интереснее было, спасибо. Я скинул ссылку, если интересно, на сертификации. Там там бьют же по Европе, не знаю, я просто сталкивался. У меня нет лично, но у меня там коллеги есть, кто проходили там. Ну, если в 2 словах, идея была, что ты получаешь Да, security assessor. Да, security assessor. вот. Но это для индивидуальных сотрудников, то есть, как условно, ты девелопер, там, ну, senior девелопер, ты вот проходишь, как бы подтверждаешь. И некоторые компании иногда могут даже это требовать, ну, как условно, point, как квалификационный point. Да, но я подозреваю, что это прям стоит изрядно денег. Я бы себе Даже с тренингом $3000, к сожалению, да. $3000 на сертификацию? С тренингом, да, без тренинга чуть меньше, но я не помню сколько. По-моему, 1000. В принципе, да не, ну, нормально, в принципе, нормально. Просто у нас один аудит, ну, я не буду называть цифры, ну, короче, дорого. Вот, а так, за бейджик, Certified Assessor можно и $3000 отдать. Вот так будет. Наклеишься на грудь, будешь так ходить прям. Вот. Классно будет. Так, коллеги, еще вопросы. Раз, 2, 3. И вопросов нету. Так, ну, давайте тогда так. Если еще там какие-то будут вопросы, давайте уже дальше в чат. Вот потому что мы сегодня что-то с вами уже 1,5 часа почти а, просидели. Вот. И единственное, что никто не ушел, очень много народа. Вот, спасибо вам. Приятно со всеми было пообщаться. Обязательно приходите на следующий конклаб по платежным системам. Обязательно приходите. Потому что у нас так получается, что у нас предыдущий был по это самое, Avast топ-10, да, классно было. Вот. Потом, соответственно, логическое продолжение. То есть Avast топ-10 защищает как бы вас. Ну, то есть он вам говорит, типа, вы делаете так, вам будет безопасно. CDSS говорит, нам на вас пофигу, да, защитите данные клиента. Вот. А, соответственно, уже следующий канал будет про платежку. Вот. И я думаю, как раз в одном месте это может сойдется, может не сойдется. Я, честно, программу не знаю. Вот, но в любом случае, я вам будет интересно, приходите. Всем спасибо, всем пока.